Друзья, приветствую! Календарная зима осталась позади, и в первые весенние дни я отправился на разведку новых мест для установки фотоловушек. В наших краях начало марта мало чем отличается от зимних месяцев. Конечно, бывают исключения, но в остальном это растущие залежи снега, холодные ветра, а иногда и морозы сильнее февральских. Но в лесу уже вовсю чувствуется приближение тепла, ведь привычная тишина все чаще сменяется звонким пением птиц. Помимо знакомого голоса большой синицы, в кронах хвойных деревьев часто можно услышать незамысловатые трели желтоголового королька. Это самый маленький представитель пернатых не только в Удмуртии, но и в России. При средней массе чуть больше 5 грамм это невероятно подвижная птица, которая никогда не сидит на месте, ведь при крошечных размерах у нее очень быстрый обмен веществ, а значит нужно постоянно искать добычу, в роли которой мелкие насекомые и их личинки. Насладившись пением на опушке, я отправился вглубь леса, где уже 3 недели работали камеры, установленные в ходе недавней разведки. На пути мне попались старые следы куницы, первый признак того, что приманка не осталась без внимания. И правда, в выбранном мной месте кипела бурная деятельность, однако камера, к моему удивлению, оказалась совсем не в том положении, в каком я ее оставлял. Посмотрим, что случилось. Не успела снегом замести мои следы, как куница уже нашла прикормленную поляну и сознанием дела отправилась к самому доступному куску. Что интересно, разведка продолжалась прямо с добычей в зубах. Видимо, хищница была не голодна, но и покидать богатое угощением место совсем не хотелось. Настала очередь не самой доступной для трапезы приманки, но ее размеры были настолько солидными, что у куницы не было выбора, кроме как переместить находку с ветки в собственный желудок любыми доступными способами. Поедание трофея вниз головой совершенно не устраивало хищника, и в дело пошли самые действенные приемы. Но даже этого оказалось недостаточно, и на какое-то время добыча была оставлена в покое, ведь щедрая поляна могла скрывать куда более доступные куски. Приближался рассвет, и куница вернулась с твердым намерением завершить начатое, поэтому результат не заставил себя ждать. Даже когда рассвело, хищница не спешила покидать поляну, видимо, решив придать своему визиту финальный штрих. В итоге из-под ловушки была выбита подпорка, и камера поменяла свое положение. На этом в позировании была поставлена жирная точка. Но даже в такой ситуации в поле зрения умудрились попасть сразу 2 зайца, однако температура в минус 20 не позволила ловушке проработать дольше секунды. Соседняя камера была установлена на той же поляне, поэтому присутствие куницы в то же время было вполне предсказуемым. Кажется, поиск пищи с куском в зубах – характерная особенность этого зверька, ведь обычно добыча прячется неподалеку или поедается прямо на месте. Здесь фотоловушка не подверглась тесному знакомству, поэтому визит окончился лишь масштабным расставлением меток. Следующим утром в кадр попал заяц-беляк, который неспешно изучал посторонние запахи сквозь свежевыпавший снег. Очередное проявление любопытства, а может и бдительности, которая в его случае не бывает лишней. Контрольная проверка 5 дней спустя не принесла успеха, поэтому куница не стала задерживаться, и кроме меня в поле зрения больше никто не попал.
Прежде чем перейти к разведке, по пути я проверил еще 2 камеры, установленные в уже давно проверенных местах. С нетерпением ожидаемая норка вновь пришла в неподходящее время, показавшись в кадре лишь на пару секунд. Днем небольшой кусок достался Сойке, которая тоже не пожелала долго позировать. И вновь вся слава досталась Кунице, которую не смущает ни близкое положение камеры, ни посторонние запахи, ни глубокое расположение приманок, для обнаружения которых приходится почти полностью погружаться в снег. Лишь иногда отвлекаясь, чтобы проверить, все ли вокруг спокойно, хищница за считанные минуты перекопала всю поляну. Свежий снег слегка замаскировал запах добычи, но все равно найти лакомство для куницы – лишь вопрос времени, и она в очередной раз справилась с задачей. А вот до соседней камеры она почему-то не дошла. Зато при дневном свете появился рябчик, который, словно спасаясь от преследования, нашел укрытие в одном из моих следов. Вытягивая шею, он долго осматривался, что неудивительно, ведь кроме наземных хищников, опасаться в лесу стоит и хищных птиц. Наконец, убедившись в безопасности, рябчик неспешно продолжил свой пеший поход. Кроме пробегавшего в ночные морозы зайца, больше никто не пожелал попадать в объектив, поэтому камера отправилась вместе со мной в неизведанные места. В этом участке старого леса огромные ели растут бок о бок с осинами, которые в толщине и высоте ничуть не уступают хвойным породам. В былые времена это поваленное дерево не раз собирало вокруг себя лосей и зайцев, но сейчас его кора, увы, уже непригодна в пищу. Наконец, на пути все чаще стали попадаться следы, причем как старые, так и довольно свежие. Похоже, здесь хозяйничают лисы и зайцы. Рябчики также не упускают шанса найти что-нибудь съедобное. А вот и первая любопытная находка – лисья нора. Поблизости я не нашел запасных выходов, поэтому непонятно, используется ли убежище для выведения потомства. Но, судя по свежим следам, спросом данное жилище определенно пользуется, а значит, стоит оставить неподалеку фотоловушку. Для дневного отдыха лисой было выбрано очень живописное место на обрыве. Вот они, настоящие ценители прекрасного. Усыпанный следами берег, на мой взгляд, не менее перспективное место для камеры. А здесь сразу несколько поваленных деревьев, но скорее всего они упали давно, хотя поблизости оказались и свежие ветви, которые подойдут для привлечения зайцев к фотоловушке. Дело близилось к вечеру, поэтому я спешно установил оставшиеся камеры и отправился домой, считая разведку успешной. Теперь остается ждать появления коренных обитателей леса. Еще больше интересного из мира лесного царства в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. А на сегодня это все. Оставайтесь на связи, чтобы не пропустить свежие лесные новости. Это был канал По следам. До скорого!